Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Знаки судьбы. Личная жизнь. Что ждет в 2025 году? Давайте узнаем подсказки карт. И останемся реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. И в 2025 году ожидается то время, когда даже планетарные транзиты могут нас где-то активизируя те или иные процессы в обществе, в мире, в конечном итоге могут нас удивлять. И тем не менее, личная жизнь – это где-то наш базис, это то место нашего спокойствия, умиротворения и благополучия, которое мы не можем оставить на потом. И, безусловно, если мы говорим личная жизнь, это любовь, это чувственность, это забота, это радость, но это еще и вопросы дома, и вопросы денег, ваши достижения, и ваши планы и самореализация. Энергии 2025 года призывают нас привести в единый баланс множество направлений. Мудрость, гибкость и дипломатия – основные союзники в 2025 году. Внешние события и обстоятельства во многом нас могут как раз-таки и удивлять, даже разочаровывать, потому что будет важно сохранить центр собственного благополучия или создать его, и в соответствии с нашими желаниями и, понятно, возможностями. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды карт, обе колоды ангелов. Первая колода Таро, поддержки, патронажа ангелов, а вторая ангелы сердца, это колода оракулов. И на колоде Таро мы зададим следующие вопросы. Ваше настроение и общий фон ваших энергий. Как видят карты. Что вас будет радовать, что вам будет помогать? В чем ваша сила, мои дорогие? Или что вам само идет в руки, как будто Вселенная посылает? Как проявит себя партнер по отношению к вам? Будет ли новое знакомство? Что вам может помешать? Возможные сюрпризы, мои дорогие. И мы достанем 4 карты на оракуле. И назовем как совет по энергиям, как карты оракула видят вашу историю и какой совет бы они вам дали. Итак, что важно знать? Энергия любви. Совет от оракула. Энергия дома. Энергия денег и ваши достижения. Итак, давайте узнавать ваше настроение и общий фон. Карта колесница. И вообще, знаете, сила желаний. Вот так и называется эта карта. Безусловно, это карта победы именно в этой колоде. И когда вы что-то можете передумать или принять какое-то важное решение. Раньше вы либо не было возможности, либо внутренне вы были к этому не готовы. Для кого-то это вопросы будут переезда или, может быть, вынужденного какой-то поездки, может быть, встречи с человеком, с которым вы были на расстоянии, и вы будете соединяться. Для кого-то из вас уже эта карта еще говорит, дела, работа, бизнес здесь будут все же не на последнем месте. Сама Вселенная у вас начинается со старшего аркана, по сути дела, аркан победы, удачи, стечение обстоятельств, может быть, которые для вас будет очень важно увидеть, от чего-то не отказаться. Ведь когда выпадает колесница, нам всегда говорят, провожай прошлое и встречай все то новое, что приходит на твой порог. А прошлое, словно колесница, оставила уже где-то далеко позади. Поэтому для вас будет очень важно где-то не ориентироваться на момент, вот где вы находились прежде. Или не пользоваться полностью теми энергиями, которыми вы пользовались прежде. Выйти вам важно из какого-то тупика или, будем говорить, из какой-то зависшей ситуации. Поэтому, если что-то у вас не решалось еще в 2024 году, но явно здесь будет как и возможности решить тот или иной вопрос, может быть, по части личной жизни, изменить кардинально направление, может быть, ваших отношений. Может быть, прежде вы дружили, а здесь вот или отношения у кого-то стояли на паузе. Но, по крайней мере, привести в баланс или к какому-то точному знаменателю, продолжаем на наши отношения или нет.
Или для меня вообще какие-то приоритеты меняются. Одним словом, какая-то пауза у вас будет завершаться. Какие еще энергии? Любовь, мои дорогие, нечего добавить. Партнерские отношения, взаимопонимание, какие-то важные решения. И вы с партнером словно на одной волне. Вы умеете друг друга чувствовать, понимать без слов. И даже для тех, кто один или одна, мои дорогие овны, вы можете встретить такого важного человека. И искренность или ценности в 2025 году отнюдь не на последнем месте. Для вас это то, что будет очень важно. И в целом настроение у вас более позитивное. И, скорее всего, настроение, как и ваша где-то решимость, может быть, вы уже на январь даже месяц поймете или примете те энергии, что нет смысла продолжать или мучить себя тем, что в принципе не служит какому-то прогрессу или не отзывается в мой адрес. То, что не служит моему вдохновению, то, что меня заставляет чувствовать себя неуютно или ухудшает мое благополучие. И вот, видимо, какой-то баланс вы проведете после этого, и следует вот этот как резкий скачок в будущее. Аркан Колесница, в чем-то у вас будет победа. Ну а если ваша какая-то семейная или личная история словно замерла, потому что внешние обстоятельства препятствовали, мои дорогие, буквально какой-то прорыв. С победой! Давайте вторую карту откроем. Что вас будет радовать? Что вам будет помогать? Вот сама по себе скорость вам и будет помогать напрямую. Значит, это ваша где-то активность, продуманные действия, не упустить какой-то момент. Может быть, вы себе составили какой-то план и уже где-то расписали. Вот это должно быть в один период, а потом должно как-то развиваться отношение, к примеру, или решаться какой-то вопрос. Вот в таких временных рамках здесь у вас все ускоряется. И, может быть, теперь еще для тех, кто смотрит наш прогноз в 2024 году, вы даже себе представить не можете, насколько быстро развернется колесо вашей судьбы. Тут действительно как подсказка судьбы идет. То, что все ускоряется. Буквально с первых дней года. Скучать вам будет некогда. Как проявит себя партнер по отношению к вам? Партнер где-то будет осторожничать, примите это во внимание тоже. Но еще и по двойке земли, и вы сами тоже можете осторожничать. Девочка нам показанная, словно поставила перед собой задачу пройти по этой тоненькой жердочке ни вправо, ни влево. Она не хочет ни собой рисковать, и с другой стороны, куда она идет? Она просто видит бабочку. То есть какая-то возможность, которая ее очень заинтересовала. И ей хочется к этому приблизиться. Она надеется сама на себя. То есть элемент смелости где-то он будет присутствовать, как в вас, так и в вашем партнере. Но если мы говорим, как партнер проявится, а у нас изображена одна девочка, мои дорогие, партнер, скорее всего, будет чувствовать, что вы где-то на своей волне. Но с учетом именно этой карты и значения, ведь это карта баланса, он прописан именно в этой карте, или карта игры еще. Мы как будто играем, вот как эта девочка, она превратила, может быть, это в какую-то игру, или это продолжилось как игра, но эта игра придает ей сил. Почему? А вот именно баланс у нас лучше получается, когда мы играем словно. Я не имею в виду какое-то жесткое манипулирование, нет, я лишь имею в виду легкость в отношениях. Так вот, ваш партнер, он может предположить, все же у нас ведь выпадает двойка земли. И это как прошлые отношения, часто бывает карта и прошлого одновременно. Так вот, прошлые отношения, которые были крепкие, они точно продолжатся, мои дорогие овны. Но, может быть, с какой-то новой концепцией или в связи с тем, как обстановка, обстоятельства будет меняться, тогда вы вдвоем будете и видеть в одном направлении ваш прогресс, прогресс вашей семьи, или сообща решать какие-то вопросы. Хотя, повторюсь, ваш партнер будет видеть вас несколько на своей волне, или будет видеть вас, или... Может быть, согласиться с тем, что первую скрипку где-то в вашей паре будете играть все-таки вы.
Вы как основная движущая сила. Но, я бы сказала, очень интересные партнерские отношения. И вы знаете, вы с вашим партнером можете куда-то отправиться. Даже, я могу предположить, больше будет поездок, какого-то перемещения, какого-то драйва, в принципе, когда вы можете без точного маршрута, ну, просто как два добрых друга. А давай мы куда-нибудь съездим, предположим, да? И вы как на одной волне, или вы словно заодно, даже если какой-то дурацкий план, поверьте, вы тоже можете захотеть осуществить вместе. Вот единение души и в тех именно отношениях, которые уже сложились, я, по крайней мере, вижу так. Давайте идем дальше. И будет ли новое знакомство? Да, безусловно. Шестерка Земли. Часто по этой карте нам словно высшие силы помогают. Кстати, вы можете познакомиться с человеком, пойдя решать вопросы в банк или по работе, решая вопросы по бумагам. Ну, вообще, вот делами какими-то занимаясь, совершенно случайно можете встретить свою судьбу. Особенно для тех, кто один или одна. Поэтому, может быть, предыдущие карты говорят, будьте легок на подъем. Пусть это нам на партнерские отношения дает такой совет. Ну и посмотрите, две карты скорости, по сути дела. А первая – карта успеха, карта победы, колесница в этой колоде. Как будто карты заведомо говорят, что у вас что-то получится восхитительно прекрасное. Но я должна сказать, что все же шестерка Земли – это еще и денежная карта. Поэтому и рост вашего благополучия, благосостояния, решение финансовых вопросов здесь тоже будет не на последнем месте, если мы говорим про новое знакомство. Вы будете себя увереннее чувствовать, может быть. И для тех, кто хочет познакомиться, не поставите вы, мои дорогие овны, на первое место какую-то жажду страсти или то, что идет на уровне наших эмоций или рефлексов, может быть и так. А вы поставите именно благополучие, то, что есть в реальной жизни. Или вы поставите надежность каждого человека. Для тех, кто хочет познакомиться, вы будете оценивать, а могу ли я ему доверять? А не будет ли он занудой вместе с тем, потому что для вас легкость на подъем, она всегда была важна. Но и тут здесь будет, видимо, особенно ощутимо, потому что много каких-то перемещений. Вот правда, вам нужен тот человек, который вас и понимает с полуслова. Но и тот, который, ну, где-то готов рассмотреть какой-то дурацкий план или что-то иррациональное. И у вас есть возможность познакомиться. Поэтому будьте внимательны. Нам ведь карта говорит, это может произойти в любом месте. Но и предыдущие карты это тоже подтверждают. Что же вам может помешать? Когда вы буквально закроетесь от мира. Когда была какая-то разочаровывающая ситуация по семерке мечей, это всегда либо предательство, либо какой-то сложный предыдущий путь. И знаете, тут может помешать двояко, кстати. И если мы говорим для тех, кто ищет новое знакомство, это когда мы, ну, обособляемся от мира. Как раз мы сводим к нулю варианты познакомиться с кем-то. И из-за какой-то сложной ситуации, и из-за предательства, и из-за того, что случилось в прошлом. А для тех, мои дорогие, кто в паре, может быть, были отношения, но вы поссорились, вы не идете на перемирие. Я должна сказать для тех, кто меня смотрит еще в 2024 году, сообразно даже транзитом к нам могут возвращаться люди, бывшие партнеры, бывшие друзья, или даже те персоны, которые по каким-то причинам исчезли из поля видимости. Они могут внезапно написать, или можем встретить в городе где-то или в местности, куда вы там отправитесь. Случайно именно может быть встреча, словно судьба нам возвращает человека. И будьте внимательны, если вы в принципе так вот искренне самому себе или перед самим собой понимаете, есть такое, что да, все-таки по-честному я бы хотел или хотела продолжения этих отношений. И вы видите, что со стороны партнера есть обратная энергетическая взаимосвязь, то здесь как раз вернуть отношения можно. Можно проговорить, можно вот эту истину установить. Ведь часто бывает, мы не поняли по мелочам, обиделись. А если откровенный разговор, глядя друг другу в глаза, совершить, мы часто приходим к выводу, что мы
в каком-то неправильном ракурсе вообще видели действо. Поэтому не упустите возможность, может быть, с кем-то примириться еще в 2024 году. Но где-то энергии, к примеру, Тельца или Урана в Тельце вам дадут такую возможность, это точно еще практически весь январь. И Телец – это благополучие, и Уран – это он забирает лишь то, хоть и говорят планета-разрушитель, но он забирает лишь то, что не может быть продолжено. А вот как раз вернуть то, что продолжено, может быть с прогрессом, такое вполне вероятно. Поэтому, ну, вы можете упереться. Вот это есть такое. Нам показана девочка, обратите внимание, которая лежит на скамеечке, свернулась так вот одиноко калачиком, но она хоть и маленькая, но она воин. Она положила меч наготове. А мальчик подкрадывается к девочке со спины, хоть она и спит. И вот конфуз. У мальчика почему-то 5 яблок, а у девочки в корзинке только 2. Явно была какая-то неискренность, нечестность. И, может быть, это мальчик, мы предполагаем, предпочел вот эти 5 яблок дружбе. Поставил какие-то цены или цену, может быть, выше ценностей. То, что за деньги или, в принципе, за количество какое-то не купишь. То, что истина, он поставил на второе место, а то, что материализм на первое. Вот какая-то подобная ситуация могла быть и у вас, что вам может помешать. Когда мы настаиваем и не признаем свои ошибки. Вот. Но тут нам мальчик показан тот, который как раз, он уже готов помириться. Ему так плохо, и он несет эти яблоки назад, лишь бы девочка вернула его дружбу, их дружбу, свое расположение к этому мальчику. И обратите внимание, ангел на заднем плане все-таки говорит «да», благословляет. Ну, примите, может быть, то, что человек – существо несовершенное, мы и сами ошибаемся, но и другие тоже имеют право на ошибку. А вот насколько глубока эта ошибка, есть ли возможность примириться, вот здесь решать вам самим. Идем дальше. Сюрпризы, мои дорогие, возможные. Вы знаете, сюрпризы, будет много информации. Будет много информации и ложной, будет какая-то путаница. И для вас, знаете, будет, наверное, немаловажным перепроверять то, что вы слышите. Или вам что-то предлагают, к примеру, а вам, тем не менее, нужно быть реалистом и себя спрашивать, имеет ли это для меня значение, ну, как минимум на год. И если вы не можете утвердительного ответа дать на этот вопрос, кто знает, может быть, это и не стоит продолжать. Я называю всегда 5 жезлов как карта информационного хаоса. По этой карте, как если мы спрашиваем возможные сюрпризы, будут или могут быть, по крайней мере, те люди в вашей жизни, на которых вы не можете ни понадеяться, ни ответственности не потребовать. Поэтому карта говорит, ты надейся сам на себя, Овен. Но я думаю, для вас это не сюрприз, мои дорогие Овны. Вы чаще всего сами на себя и надеетесь. Но по части информации или каких-то обещаний будьте предельно внимательны. Может быть, рядом как раз карта семерка мечей говорит, если была с этим человеком какая-то грустная история, то или он тебя когда-то подвел, вряд ли стоит на 100% сразу доверять. И даже если в личной жизни мы все же с вами смотрим, да, вы, ну, все-таки даете шанс партнеру примириться, тогда рядом у нас 5 жезлов. Ну, будьте предельно внимательны, не торопитесь, по крайней мере, быстро откликаться человеку или допускать то, что да, он уже быстро исправился или сделал какие-то выводы. Вот я хочу достать карты. Вот, кстати, между прочим, здесь могла быть и ваша ошибка. В этой колоде 5 мечей, вот что удивительно, да, 5 и 5. Это ошибки, причем это наши ошибки. Может быть, где-то это вы не сдержали свое слово. И теперь некоторая такая рокировка или отношение честное к самому себе. Вы можете даже сожалеть, что ну, какая-то история у вас не сложилась, потому что это вы где-то
Ну, вот поступили не очень хорошо. Ну, я допускаю, меня смотрят разные люди, и если мы не всегда ведь тоже правы бываем. И если у нас хватает сил душевных самому себе сказать правду, поверьте, это 90 уже процентов успеха. Значит, мы скорректируем свое поведение. И пятерка мечей вот именно нам говорит, с одной стороны, не драматизируй какие-то события, это первое. Но если ты действительно видишь, что ты в чем-то ошибался, скажи честно, что да, это была моя ошибка. Причем все же она может быть совершенно разная. К примеру, она может касаться, вот если рядом у нас семерка мечей. И это была та ситуация, которая безвозвратно ушла, и вам хочется только быстрее проститься с человеком и, возможно, его не видеть. Вот есть такой момент. То тогда будет важно самому себе сказать, что да, все же это моя ошибка. Я слишком хорошо думал или думала о партнере. Теперь я не буду столь наивным. Но ошибка ваша. Не человек был таким, мы ведь не влияем на людей. Оставим людям их составляющую, а вот себя, может быть, и перестроим, чтобы не попасться еще раз на подобную удочку. Но как вот драматизировать-то тоже не стоит. Если вопрос пустяк, то, может быть, и стоит примириться. Поэтому какие-то перемены уже в вас самих, вы многие свои позиции можете пересмотреть, это точно. Ну, давайте посмотрим, какие же могут быть еще сюрпризы или с чем это может быть связано. Но больше я ничего не достаю. Карта силы. У вас так или иначе сильная позиция. И недаром карта победителя именно в этой колоде. Колесница, старший аркан. И говорит, что вот, Овен, как ты захочешь. Понятно, что останетесь вы довольны. Или не очень будет зависеть от ваших действий. И карта силы – это карта дипломатии. У нас лев, обратите внимание, он блаженно, прямо глаза прикрыл от того, что девушка касается его головы. Она не спорит со львом, она не доказывает свою силу. Вот эти добрые энергии действуют ей во благо. Почему? Лев не чувствует агрессии со стороны ее. Какое-то более дружественное, мягкое начало вам помогает выйти из сложных ситуаций, вам помогает воспользоваться какой-то возможностью и принять важные правильные решения. Я могу сказать смело, это на весь расклад. Давайте будем смотреть по картам оракула, какой они нам дают совет или каковы знаки судьбы. Каковы знаки судьбы на то, что для вас важно знать, мои дорогие овны. И карта говорит буквально, для тебя безопасно любить в 2025 году. Удивительный совет, да, вот такой оракул. И поэтому для вас, понимаете, сама по себе концепция любви, что важно знать, вы должны и любить, и быть любимыми. Личная жизнь, мои дорогие, для тех, кто один или одна, она должна быть отстроена, потому что это ваши тылы, которые должны быть крепки, сильны. Словно высшая энергия – это есть энергия любви для вас. Энергия любви, вот сама по себе карта, и что нам скажут. И карта продолжает все то, что я долго рассказывала даже по Таро. Это карта примирения, мои дорогие. И карта, написана на карте, что какая-то персона возвращается в вашу жизнь снова. Это значит, прошлые отношения могут быть продолжены. Или тот союз, который у вас уже проверен, может быть, годами, он будет продолжен с какими-то новыми энергиями. И вы будете взаимно дополнять друг друга. Но вы еще можете примириться. Поэтому примите во внимание энергии любви. Для вас, в принципе, нахождение баланса. Или принять, может быть, то, что если вы еще не знакомы ни с кем, вы можете познакомиться с человеком, который тоже находится в других энергиях. Может быть, он думает по-другому, он по-другому чувствует мир, мои дорогие. Но это не значит, что его надо переделывать под себя. Поэтому мы, повторюсь, бываем очень разными. Но от того, как мы сумеем смотреть в одном направлении, будет зависеть качество нашей жизни. Энергия дома. Давайте откроем такую карту. А тут истинная любовь. Вот правда, посмотрите, вы можете повстречать такого партнера, как мы говорим, это наши близнецы буквально.
Это близнецы как душа или вторая половинка. И тут истинная любовь, веро аморе. И это любовь всей твоей жизни. Поэтому или продолжение ваших отношений, какое-то, может быть, в новом ключе, с новыми планами. Причем достаточно такое, когда вы можете друг друга как узнавать заново, правда. Или, может быть, была какая-то сила привычки в предыдущие годы. Так ведь бывает, мы сходимся с человеком, а потом мы становимся родителями, мужьями, женами, и мы уже забываем, что мы когда-то любили друг друга, и даже в тех парах, которые вместе долгий период времени. Значит, будет тот период, когда вы сумеете вспомнить, что мы не просто муж и жена, или мы мама и папа, а мы еще любящие люди. Следующая карта – энергия денег и ваши достижения. Да, мои дорогие, у вас действительно какой-то удивительный, может быть, по личной жизни 2025 год. Ваша личная жизнь выходит на более высокий уровень обязательств. И для кого-то из вас это конкретно могут быть, вот называется карта обручения. Но для кого-то это будет напрямую обручение, а для кого-то может быть и венчание. Но если нам карта сказала, что это как любовь всей вашей жизни или истинная любовь, какие-то важные отношения с очень важным для вас человеком, это совершенно новый уровень счастья и качества жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.